Привет, друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный блог Serge Cuisine. Меня зовут Шахматов Сергей. Сегодня я расскажу вам, как приготовить то самое нашумевшее французское пирожное макарони. Его также называют макаронс, макарунс, кому как удобнее, я думаю. У меня есть несколько секретов приготовления, которые, возможно, вам помогут, и ваши макарони будут получаться всегда идеальные, гладкие и с пышной юбкой. Первый совет. Всегда очень точно взвешивайте вес продуктов. А посуда, в которой готовится тесто для макарони, должна быть абсолютно чистая и сухая. Итак, в чашу добавляю 86 грамм миндальной муки, 125 грамм сахарной пудры и, внимание, 50 грамм пшеничной муки. Тут у меня второй совет. Миндальную муку я разбавляю пшеничной. Таким образом, мне не нужно просеивать миндальную муку и сахарную пудру. Еще благодаря этому макарони высыхают намного быстрее, и их поверхность получается более гладкой. Все перемешаю очень хорошо. Перемешивайте чем дольше, тем лучше. Не меньше 1 минуты. Смесь должна быть без комочков и однородной. Дальше в глубокую емкость я добавляю 90 грамм белка, 110 грамм сахара и буквально щепотку лимонной кислоты. И это мой третий совет. Лимонная кислота позволяет сбить белок с сахаром в очень плотную пену и придает макарони чуть кисловатый и приятный вкус. На этом этапе лучше всего добавлять красители. Только обязательно сухие и водорастворимые. Хотя иногда, когда мне нужно добиться черного цвета, я добавляю сухие жирорастворимые красители, они не дают синего оттенка. И я, пожалуй, добавлю немного красного красителя, ведь я делаю макарони с клубникой. Можно, конечно, использовать гелевые красители, но об этом я расскажу чуть позже. Теперь миксером на сильной скорости я взобью белок с сахаром до очень плотной пены. Сейчас уберем венчики. Вот такое получается. Смотрите, вот такая масса, она однородная и очень пышная. То есть, если я ее переверну, она никуда из тарелки не денется. О чудо! И высыпаю туда свою сухую смесь из сахарной пудры и муки. И теперь, как правильно показывают во многих рецептах, размешивать смесь нужно как бы поднимая ее снизу и класть сверху. На самом деле при перемешивании не особо стараюсь сохранить белок. Очень важно знать меру. Главное, смесь должна стать однородной, глянцевой и тягучей. Тут нужно постараться, чтобы она не стала слишком жидкой. И вот на этом этапе можно добавить гелевые красители, но только когда вы еще не закончили перемешивание. Иначе есть риск слишком сильно повредить белковую пену. Смотрите. Она плавно стекает, не падает куском и не течет. Следующий мой совет. Эта поверхность, на которой вы будете отсаживать макарони, должна быть сухая и чистая, в идеале новая. Так как старые силиконовые листы имеют мелкие повреждения, либо покрыты слоем жира, что может помешать приготовлению макарони. Буду перекладывать тесто в кондитерский мешок с насадкой с круглым отверстием где-то примерно 8-9 мм. При отсадке держите мешок строго вертикально, примерно 1 см от поверхности. И начинайте отсаживать макарони диаметром примерно 2,5 см. Завершайте отсадку небольшим рывком вверх, чтобы тесто не тянулось за насадкой. И постучать об рабочую поверхность пару-тройку раз.
Таким образом из макарони выходит лишний воздух. Вот здесь видно. И еще один совет. Вы можете на пергаментной бумаге нарисовать ровные круги и положить ее под силиконовый лист. Таким образом все ваши макарони будут одного размера. Так я набивал руку, когда я только начинал свою кондитерскую карьеру. Теперь наша задача высушить поверхность миндального печенья. Для этого можно использовать вентилятор. Положите противень перед ветряными потоками. Можно поставить кондиционер на режим осушения воздуха. Также поставьте противень перед ним. Либо, как я, включаю печь на режим конвекции с температурой примерно 25-30 градусов Цельсия и с приоткрытой дверцей оставлю противень там на 20-30 минут. Очень сложно приготовить макарони весной или осенью, когда нет отопления и на улице идет дождь и в помещении становится очень влажно. В таком случае рекомендую найти самое сухое место и поставить макарони как можно ниже. Итак, прошло ровно 20 минут. Посмотрите. Провожу пальцем по поверхности макарони, и они не прилипают. Мои макарони высохли идеально. Еще один признак этого – они стали матового цвета. Сейчас я разогрею печь до 150 градусов Цельсия, поставлю туда макарони на 8 минут. И после этого, не открывая дверцу, понижу температуру до 125 градусов Цельсия и оставлю еще на 8 минут. И пока они выпекаются, я подготовлю начинку. Итак, в чашу для блендера я кладу 50 грамм сливочного масла комнатной температуры и 30 грамм сгущенного молока тоже комнатной температуры. И кладу туда 10 грамм свежей клубники. Вообще вы можете делать крем с другими наполнителями, например, свежей или замороженной малиной. Также кладите на такое же количество. Можно еще положить фисташковую пасту, либо кокосовое молоко. Также отлично можно сделать шоколадные макарони, добавив сюда шоколадный ганаш. Очень хорошо перемешаю блендером все до однородной массы. Моя начинка готова. Пахнет свежей клубникой. Я думаю, что макарони получатся просто бомбические, как обычно. Переложу крем в кондитерский мешок. И сделаю там небольшое отверстие. Я готов. Та-да! Вы только посмотрите, какая красота получилась. Ровный, идеальный, гладкий. И с очень красивой юбкой. Не трогайте и не снимайте их с силиконового листа, пока они полностью не остынут, примерно 30 минут. Кстати, как вы называете эти пирожные? Макаронс, макаруни? Я не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно. Остывшие макарони я отсортирую по парам. Мне нужно, чтобы они совпадали друг с другом по размеру. Например, маленькие с маленькими, средние со средними, большие с большими. И так далее. Половину я сейчас сделаю с начинкой, а оставшиеся можно хранить в морозилке до 2 недель. Отсаживаю в середине через кондитерский мешок весь получившийся крем. И сразу закрываю второй половинкой. Красота? Если честно, очень сильный запах свежей клубники. И этим самым макарони становятся особенными, вкусными, ароматными, красивыми. Ну что ж, я надеюсь, что-то из моих советов вам подошло, и вы будете готовить теперь макарони просто, быстро и без всяких мыслей о том, что что-то может не получиться. Главное верить в свои силы, и все у вас будет супер. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео до конца. Мне безумно приятно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А я постараюсь подготовить для вас больше приятного и познавательного материала. Всем пока и удачи!